Она проснулась, а у нее просто вся в постель в крови, она не может понять, откуда это, что это произошло. Как сегодня нельзя лечить варикоз? Не существует ни одного продукта, ни одной травы, которая не лечит варикоз. Я видела варикоз вены у человека вот толщиной с мой палец. И они просят: доктор, а вот у меня нога станет прежней? Конечно же нет. Лечение варикоза без операции. Вот есть же такая реклама. Картошка сырая, картошка вареная, хрен, яблочный уксус, яблоки там зеленые. Я больше про это вообще говорить не хочу. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист, и по понедельникам в этой студии лучшие врачи страны. И я сегодня хочу поблагодарить всех вас за ваши отзывы под нашим видео о тромбах. Для нас действительно очень важно то, как вы реагируете на наши видео. И благодаря именно вашим отзывам сегодня в гости мы пригласили нашего доктора, с которым многие из вас знакомы. Это Максим Абасов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Елена. Рада вас я видеть. тоже очень рад снова быть в вашей студии и готов быть полезным. Максим Абасов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук. Лучший флеболог Москвы по версии сайта про докторов. Мы хотим узнать о варикозе, потому что действительно это распространенная проблема, и многие думают, что это женская проблема, а на самом деле часто страдают мужчины от серьезных запущенных форм. И сегодня поговорим об этом и о многом другом, но для начала, знаете, вот хочу спросить, а чем вообще варикоз опасен? Вот многие же живут годами, ну варикоз и варикоз, господи, ну длинная юбка у меня, никто не видит, все хорошо, ничего страшного. Так ли опасно это состояние или болезнь? В общем, мы с вами начали с самого главного вопроса, да? Чем опасен варикоз. Многие действительно считают это каким-то пустячковым заболеванием. Ну, есть и есть, как вы сейчас сказали. И очень часто люди очень поздно доходят до врачей. А почему? Потому что варикоз, он не болит. Он не вызывает каких-то болевых ощущений. Ну, как вот правильно вы сказали, ну, есть и есть. Вот практически очень много людей ко мне приходят и говорят: ну, ты уже меня не беспокоит, что я к вам буду. А доходит уже в таком состоянии, когда уже нога вся коричневая, уже язвы на ногах, уже просто невозможно взглянуть просто на эту ногу. И вот элементарный вопрос, который я задаю: что же вы раньше-то не пришли к врачу? Они говорят: ну, не беспокоил же, что я к врачу-то пойду. А на самом деле это не пустячковое заболевание. И очень часто у варикоза есть свои стадии. И если мы своевременно на начальных этапах не избавимся от варикоза, мы получим тромбоз, о котором мы в прошлый раз говорили. Мы получим трофические язвы на ногах, которые будут мучить человека, и они не заживут, пока он не избавится от варикоза. Мы получим кровотечение венозное, которое очень тоже коварно тем, что оно может начаться вообще внезапно. У меня были женщины, которые там в ванную сходили, там у них лужа крови, и либо она проснулась, а у нее просто вся в постель в крови, она не может понять, откуда это, что это произошло. А это все последствия варикозной болезни нижних конечностей. Слушайте, это до какой же стадии человек может запустить свои вены, что он проснется в луже крови? Вот как это? Я видела варикоз вены у человека вот толщиной с мой палец. Это еще сильнее получается история? Эта история не про размер вены, не про диаметр венозный, насколько она расширена или не расширена. Это история о том, насколько венозная недостаточность проявляется. Вена может расположиться очень близко к коже, и когда длительно не лечим варикоз, у нас происходит истончение кожи. И вот эта вена, которая расположена прямо близко к коже, она просто может от любого касания даже одежды, да, просто может произойти такой надрыв небольшой и прямо кровотечение, которое... И оно, опять же, вот когда вы, к примеру, да, спите, там, да, вы это можете не прочувствовать, как это что-то происходит. Да. Это реально на практике была женщина, которая проснулась прямо в луже крови. Она проснулась, и все, она не может понять, и срочно вызвали скорую, там, да, все, кровотечение было остановлено, но люди, у кого есть варикозное расширение вен, они должны в первую очередь думать о том, чтобы предотвратить осложнение. На самом деле варикоз — это не то, что надо вот
эстетический внешний вид, красоту создать. Это как раз история о том, что надо избавиться от осложнений в будущем. Да? Если мы сейчас закроем этот вопрос с варикозом, да, у нас в будущем не будет вот этих проблем. Но смотрите, многие же как считают, и мы знаем из, опять же, роликов в интернете, статей и так далее, что варикоз – это хроническое состояние. И если у человека, у женщины или у мужчины есть вот эти видимые венки на ногах, то даже после лечения они могут вновь появиться. О каком излечении тогда вы говорите? Хороший вопрос, Елена, спасибо за этот вопрос, потому что мне вот такого плана вопроса пишут в комментариях очень много людей, и они тоже не понимают, а как же так, ведь есть вероятность повторного варикоза, рецидива Зачем варикоза. лечить тогда? Вот в том-то и дело. Вот в первом я уже ответил в начале, именно для того, чтобы не получить вот эти осложнения. Вероятность рецидива есть, независимо от того, каким образом мы убрали, там процентов 20-25%, есть вероятность рецидива повторного варикоза. Как вы правильно заметили, это хроническая болезнь, и она может прогрессировать. Но на моей практике прогрессирует чаще у тех людей, которые в будущем не соблюдают рекомендации врачей, которые сделали операцию и забыли про это. Да, Все, да. нет проблемы, и забыли, и все. Они пошли там на работу, там, они перестали пить таблетки, они перестали носить трикотаж, все, все, я здоров, и все забыли. У них больше вероятности. У тех людей, которые соблюдают рекомендации, в дальнейшем наблюдаются у своего доктора, меньше вероятности, что там будет прогрессировать и появляться опять вены на ногах. Об этом мы обязательно поговорим сегодня, прежде чем расскажем о том, как нельзя лечить варикоз. Но у меня, знаете, еще такой вопрос. Нет здоровых людей, есть недообследованные. Значит ли, если у человека ноги чистые, вот у меня, например, если на мои ноги посмотреть, там нет таких расширенных венок и так далее. Но я знаю, что есть варикоз каких-то глубоких вен, и они не всегда видны. Это тоже опасно? Есть ситуации, когда внешне, да, нет варикоза, но при этом на УЗИ мы можем увидеть недостаточность клапанов. Клапаны не работают. Это может говорить о том, что есть какие-то начальные проявления уже варикоза, и в будущем это перейдет прямо в такой варикоз, рельеф, который у вас появится на ноге. И в таких случаях, конечно, опять же, врач может порекомендовать какие-то лечения. Не обязательно там сразу про операцию речь идет, там, да, лечение лекарственными средствами, препаратами, там, флеботониками, которые просто могут поддерживать состояние ног. Потому что у вас может быть внешне и нет вен на ногах, но могут быть симптомы. Вы можете жаловаться, что у вас отекают ноги, вы можете жаловаться, что у вас тяжесть в ногах, там, судороги беспокоят. Это все говорит о том, что какие-то проблемы, венозная недостаточность уже есть, уже какие-то есть начальные проявления. Значит, есть необходимость все-таки консультации флеболога, как минимум, да, и выполнять рекомендации в будущем, чтобы это не спрогрессировало. Или как минимум, чтобы это не так молниеносно прошло, чтобы человек мог быть готовым к этому. Ну вот смотрите, отеки, тяжести и, допустим, судороги могут случаться у любого человека. Я люблю детали. Давайте так, мы назовем 3 симптома, которые связаны с тем, что вы сказали ранее, да, которые могут говорить о том, что это действительно проблема флебологическая. Ну вот этот как раз комплекс, отеки на ногах. Ну вот какие отеки? Отеки, которые у вас происходят к концу рабочего дня. Постоянно. Да, вот вы днем, у вас с утра вы проснулись, у вас вроде все хорошо, целый день вы отработали, пришли домой, у вас вот такие отеки на ногах. Это, скорее всего, отеки именно связаны с венозными проблемами. У вас беспокоят, да, внешние вот эти проявления, прямо узлы, вены, если вылезли, Ну, это то это понятно, уже однозначно, да, тут да. даже вопросов нет. Тяжесть в ногах к концу дня тоже у вас тяжелые ноги. Судороги, да. Понятно, что судороги, отеки, они могут быть причинами и других заболеваний. Безусловно. Да, но в комплексе, да, если вот эти 3 как бы совпало, то есть смысл опять сходить к флебологу, как минимум выполнить ультразвуковое исследование, УЗИ вен нижних конечностей, чтобы понять, есть ли там какие-то серьезные проблемы с венами или нет. Друзья, мы уже говорили о том, как врачи-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги проводят ультразвук артерий и вен именно нижних конечностей. Кто еще не смотрел этот выпуск, мы с Максимом Аббасовым уже рассказывали. Переходите, пожалуйста, по ссылке. И прямо сейчас напишите нам в комментариях, если у вас такое вот ощущение тяжести
тяжести в ногах, особенно к вечеру, из-за чего это появляется? Может быть, вот вы отметили, что когда вы не ходите, вы наоборот больше устаете, испытываете ощущение тяжести. Хорошо, давайте, доктор, перейдем тогда к любимому делу нашего народа, самолечению. Вот человек понимает, что у него есть варикоз. Ну плохо же варикоз, да? Нужно делать что-то. А что делали наши бабушки? Ну не бегом же к врачу бежали. Есть, значит, и мази, и примочки, и компрессы, и травы какие-то. Вот давайте мы поговорим о том, как сегодня нельзя лечить варикоз, и что будет, если человек это делает. Ну, к сожалению, с одной стороны, это хорошо, что у нас как бы сейчас много информации, да, мы можем в том же интернете погуглить, там Яндекс посмотреть, много информации, в том же YouTube канале, да, посмотреть. С одной стороны, это хорошо, можно, человек более как бы информацию получит и будет понимать, что делать и как, в каком направлении действовать. Но с другой стороны, в этом есть и зло. Зло в чем заключается? Я когда сам записывал как-то видео на YouTube, я решил посмотреть, а что же нам YouTube предлагает, какие средства, да, в домашних условиях, как лечить варикоз. Я, честно говоря, я ужаснулся, я был в шоке просто. Я говорю, как же так? Там были методы, которые, ну, просто элементарные. Возьмите, говорит, йодовую сеточку, говорит, сделайте, и варикоз у вас исчезнет. И это видео посмотрело более 1 миллиона человек. Понятно, что даже 1%, если это, понятно, что это безвредно, да, в данной ситуации, можно не навредить, но это просто глупость. Помимо этого, я начал смотреть другие ролики, думаю, а что же еще, как же можно еще, вот что предлагают? В общем, как я понял из этих роликов, что не существует ни одного продукта, ни одной травы, которая не лечит варикоз. Картошка сырая, картошка вареная, хрен, яблочный уксус, яблоки там зеленые, кефир, там помидоры красные, помидоры зеленые. В общем, вот все, что есть, вот всем можно лечить варикоз. И думаешь, ну как так? А зачем тогда вообще медицина? Зачем вообще врачи? Зачем флебологи, сосудистые хирурги? Для чего они нужны, если есть у нас травы, и мы можем травами лечить варикоз? Поэтому это зло, и что люди начинают вот таким способом. Одно дело, я скажу так, если вы там попробовали, что-то там сделали, да, вы видите, что нет результата, скорее всего не будет результата, можно какие-то симптомы убрать, но болезнь травами, там, всеми народными средствами мы точно не вылечим. И когда люди занимаются самолечением, они как раз оттягивают поход к врачу, а варикозная болезнь имеет стадии. Вот те осложнения, о которых мы говорили, они как раз начинаются там после 3-й, 4-й стадии. Если вы на ранних этапах сходили и убрали, да, вы предотвратили осложнение. Но если вы вот так самолечением занимаемся, лечим, вы переходите в следующую стадию, и, к сожалению, вы можете перейти, пациенты, которые занимаются самолечением, они могут перейти красную линию. Красную линию, когда уже нет возврата. Просто ко мне приходят пациенты, у них там прям коричневая нога, язва на ноге. И они говорят, доктор, вот все, вот теперь он созрел. Я говорю, ну надо же было это своевременно. Ну, и они просят, доктор, а вот у меня нога станет прежней? Конечно же нет. Как она станет прежней, если вы просто до такой степени запустили свою болезнь? Нет, она не будет прежней. Ну хорошо, если мы забываем про травы и про лимоны, которыми там некоторые натирают ноги в надежде на то, что варикоз уйдет, друзья, пожалуйста, если у вас есть комментарии по этому поводу, может быть, у вас есть свои рецепты, обязательно пишите их в комментариях, мы обсудим, мы рады каждому комментарию, потому что для нас это важно, и действительно тема актуальная, тема полезная, может быть, у вас получилось вылечить так варикоз, пишите, мы с доктором, естественно, обязательно обсудим. С этим разобрались, поехали дальше, ведь есть препараты венотоники, про которые вы сегодня уже сказали, уже упомянули. И я знаю, что врачи-флебологи используют их для лечения варикоза. Так почему же человек сам не может себе их назначить? Для чего идти к врачу? Купил препараты, начал пить, особенно если варикоз на 1-2 стадии. Ну, давайте отвечу сначала так, что единственный метод лечения варикоза – это хирургический, это операция.
все то, что мы назначаем, те же флеботоники, мази, там, компрессионный трикотаж, это все поддерживающая терапия. Поэтому они в целом, эти препараты, я даже знаю очень много флебологов, которые вообще против таблеток. Они просто категорически против таблеток, мази. Они говорят, ну, они же не избавят человека от варикоза. Да, действительно, они от варикоза не избавят. Это препараты, которые симптоматически, они убирают симптомы. Вот тоже тяжесть, отеки в ногах, вот эти судороги помогают снять симптоматику. Вот для этих целей, конечно же, мы назначаем эти препараты. Но как эти препараты действуют, какой препарат в данном случае лучше поможет, то это, конечно же, врач на приеме может оценить, опять же, выполнив ультразвуковое исследование, да, оценив, если человек, допустим, был на приеме, ему назначили лечение, он через какое-то время опять приходит к врачу и рассказывает, вот пропил, стало лучше. Если он говорит, что нет, эффекта никакого нет, возможно, тут надо искать какую-то другую причину. Может быть, эти отеки, может быть, и не связаны с какой-то венозной патологией. То есть мы понимаем, что эти препараты – это вспомогательное средство, которое в целом некоторые врачи даже не используют. И поэтому, если человек с третьей стадии варикоза, третья стадия – это когда вена на ноге больше пальца уже, правильно я говорю? Ну, третья… Нет, уже даже при второй стадии бывает просто расширенные вены, уже на второй. Третья – это когда уже сильно отекают ноги. Сильно отекают плюс ноги. еще и отеки. Вот, и он идет в аптеку, покупает, значит, флеботоники, ну ничего, как-нибудь, значит, пройдет. Хорошо, вы говорите, единственный метод лечения варикоза – это хирургия. А как же нам быть с утверждением некоторых клиник, которые говорят о том, что первую, вторую стадию варикоза они лечат безоперационно? Что это за лечение тогда? Лечение варикоза без операции. Вот есть же такая реклама? Есть такая реклама. Скорее всего, тут идет немножко такая хитрость клиник, которые новые методики лечения, тоже лазерное лечение, да, называют не операцией, а процедурой. Даже я на своем приеме, у меня даже недавно была женщина, которая боялась слова операция, ну люди же переживают, Конечно. операция, ну как же так операцию, и многие же и не идут, потому что для них слово операция, наркоз и все как бы это прямо, ну, боятся, естественно. И мы с ней договорились с моей пациенткой, я говорю, ну это такая процедура, я даже сложно, говорю, назвать операцией, потому что мы же не делаем ни разрезов, мы не даем никакого наркоза, все через проколы сейчас современном делается. Процедура. И в целом, да, если ее можно назвать процедурой, а почему нет? Потому что человек пришел, мы им сделали эту процедуру. Если на первой стадии это просто сосудистые звездочки на ногах, да, которые тоже, это же не операция, это просто уколы. Уколами закрыли и склеили эти сосуды, и все, и человек уходит. Если даже у него, как вы говорите, с палец сейчас, такие операции тоже делаются вот таким же процедурой, да, вот такой же процедурой через микропроколы. Закрывают, убирают эти вены. Человеку не нужна госпитализация. Человек после этой процедуры надевает компрессионный трикотаж и уходит домой. Вот сегодня у меня была женщина, тоже с утра операция, и она уже дома. Ну, операция какая у нее была? Лазерная операция, эндовенозная лазерная облитерация. Угу. Мы поговорим обязательно об этих методах, мы вернемся к лечению варикоза, но сейчас давайте представим, что нас смотрят разные люди, и действительно не все еще собрались с духом, и не все готовы расстаться со своими яркими ногами, назовем это так. Давайте поговорим о том, чего нельзя делать при варикозе, ни в коем случае, потому что тоже есть много убеждений, что якобы нельзя принимать ванны, ходить в сауну, поднимать тяжести и так далее. Все-таки есть опасности, мы можем их собрать вот в топ-3? Да, самая частая такая вероятность это в развитии варикоза зависит от рода деятельности человека. Если у человека по роду профессии целый день он стоит на ногах, вот это как раз самый топ, наверное. Можно в общем назвать это малоподвижным образом жизни, да, когда человек сидит, как бы тоже не есть хорошо, конечно, долго. Но чаще всего те, кто стоит. Именно когда стоит, опасно при варикозе, да, который уже есть. Да, ну даже у кого даже нет варикоза, но есть предрасположенность, если он выбрал профессию, там парикмахер стоит целый день, да, на ногах, повар, да, очень много, который прям целый день стоит, да, то у них очень большая вероятность, что если они там лет 10 проработают, то точно у них будет варикозное расширение вен. Очень большая вероятность.
потому что кровь по венам, она у нас поднимается снизу наверх, и трудно крови, когда мы без движения. Именно когда мы двигаемся, да, у нас мышечно-венозная помпа работает, и кровоток идет. А когда мы стоим, идет застой крови, вены расширяются, и это очень частый риск варикоза. Второе, это как действительно подъем тяжестей. Любая профессия, по роду деятельности человека приходит постоянно поднимать тяжести. Это тоже большая вероятность и возникновения варикоза, потому что когда мы поднимаем тяжести, да, у нас повышается внутрибрюшное давление, и опять же крови снизу наверх подниматься тяжело. Им нужно, чтобы в животе было нулевое давление, чтобы кровь могла туда вверх подняться. Подъем тяжести тоже категорически, конечно же, запрещен. Третье, А что с тепловыми процедурами? Многие боятся ходить в сауну или в баню, например. Смотрите, по физике, да, любое нагревание приводит к расширению. Да, все, что мы нагреваем, оно расширяется. То же самое происходит и с венами. Да. Если мы в сауне где-то нагреваем наше тело, то в первую очередь и сосуды, те же наши вены, они тоже подвержены расширению. Да. Конечно, это плохо для венозной системы. Лучше, конечно, контрастный душ, когда мы холодное, горячее, да, мы как бы в тонусе держим наши вены. Вены больше любят холод. Холод так, держит в тонусе нашу венозную систему. А в целом я так говорю, если там не сильно не переусердствовать, да, прям именно сауна, там, да, ничего критичного не будет. Не переусердствовать, главное, в меру. Ну хорошо, какие-то вспомогательные элементы для человека, у которого есть варикоз, и, допустим, у него или профессия, которая требует нахождения на ногах целый день, или подъема тяжестей, или человек, например, банщиком работает. Бывает же такое, прекрасный банщик, варикоз у него. Есть ли какие-то вспомогательные элементы? Компрессия, правильное движение, продукты, которые нам помогут, да, может быть, действительно какие-то препараты, которые не усугубят течение болезни. Стандартно это, конечно, те же венотоники, про которые мы говорили, да, пропивать, поддерживать свои сосуды. Это обязательно компрессионный трикотаж, там, либо эластичное бинтование, либо компрессионные чулки. Опять же, тот же парикмахер, если бухгалтер у них больше сидячая работа, повар. Да, тоже повар, да. Да. Если он будет в компрессионке, будет легче ногам однозначно, будет меньше отекать нога и дискомфорта будет меньше однозначно. И по питанию, скажем так, питание не главную роль опять же играет в этом. Есть продукты, которые тоже укрепляют, это в целом, это все цитрусовые, да, за счет витамина С. И самое интересное, если мы говорим, да, про цитрусовые, да, тот же взять мандарин, польза находится в кожуре, в мезокарпе. Эта белая прослойка, то, что мы от мандарина убираем, да, там находятся как раз таки эти биофлавоноиды, которые укрепляют венозную стенку. Как интересно, слушайте, все, друзья, мандарины теперь едим практически не очищенными, жалко, что Новый год прошел, а мы только об этом узнали. Да, еще такой секрет, очень все большое количество этих венотоников, лекарств для вен делают из кожуры апельсина. Тоже не просто так, наверное. Как принимать это кожуру апельсина? Мы ведь ее нюхать помогает? Я не знаю, почему-то раньше, я помню, что их даже наши родители сушили для чего-то, я не помню. Может быть, как раз таки для того, чтобы здоровье венам придать. Хорошо, спросили, значит, чего нельзя делать при варикозе, с продуктами тоже мы разобрались. Допустим, мази, которые многие используют, тоже давайте обсудим. Потому что есть мази, которые якобы облегчают состояние тяжести в ногах. И действительно, скажу честно, я пробовала, у меня была такая усталость ног, они действительно снимают эту тяжесть. Так как же, если мы говорим, что они не лечат? Да, это тоже симптоматически, они снимают симптомы. Симптом, потому что, поймите, кожа – это наш защитный барьер. А мы этой мазью пытаемся, чтобы эта мазь прошла через эту кожу, дошла там до венозной системы для вен, и чтобы там как-то помогла этим венам. Конечно, не поможет. Именно то, что вы там помазали, там какой-то массаж ног, да, во время того, как вы эти движения
мажете, да, гель, там, мазь на ногу, это тоже, естественно, облегчает. Ну, Это то как есть бы мы помогаем просто крови. отток, да, улучшаем отток за счет вот этих движений руками в большей степени, наверное. Ну да, мази тоже свои какой-то, у них есть состав, что они немножко какой-то эффект все равно дают. Вот, поэтому я, честно, не люблю мази, сразу скажу, там назначать, потому что я уверен, что да, кожа она не поможет, не допустит того, чтобы через нее там проходила там какая-то мазь и как-то помогала. И тоже, кстати, по поводу мази в YouTube тоже читал, где-то, не знаю, в интернете где-то видел, что писали, что там вот такая шикарная мазь, вот вы ее помажете и вы избавитесь от варикоза. Я начал читать, думал, что за интересная такая мазь. Естественно, я начал читать, там уже комментарии, там я купил своей маме, я там, да, это все, это шикарная мазь. Флебологи вас обманывают, специально вам не назначают. И когда я читаю, я уже сам начал верить в эту мазь. Я уже думаю, ой, надо купить, ну что за И такая. что же там в составе? Да ничего, это просто, к сожалению, очередной развод, людей просто разводят, и у меня даже одна женщина купила эту мазь, там потом мне рассказывала, что да, просто ерунда, там какой-то прислали, цена там одна, ну, в общем, ничего, это не, это просто развод очередной людей, к сожалению. То есть мы понимаем сегодня, для того, чтобы избавиться от варикоза, нужно обратиться к хирургу-флебологу. И вот здесь, доктор, большой вопрос и большой пласт для нашего разговора. Если человек обратился на первой, второй стадии варикоза, да, сейчас, я так понимаю, люди озабочены своим здоровьем, они понимают, что чем раньше там, ты придешь к врачу, тем легче ты перенесешь лечение. Мы можем объединить методы лечения по стадиям варикоза. Допустим, на первой, второй стадии, что вы применяете, на третьей, четвертой. Или сейчас абсолютно все лечение применяется при различных стадиях варикоза? Тут вопрос стоит так, когда пора оперировать? Давайте. Правильнее вот так задать вопрос. Да, на первой стадии никакой операции не требуется, избавляться от варикоза не требуется. Это сосудистые звездочки, это эстетика. Эстетика, ну да, женщины хотят эстетику, пожалуйста, эстетику мы готовы тоже там уколами делать эти процедуры, убирать, пожалуйста, не проблема. Но эстетика, она на здоровье не влияет. Это не опасно. Начиная со второй стадии, уже расширенные вены, видимые на ногах, да, может быть, они еще не спали, может быть, они еще не, но уже какие-то бугры на ногах, если появились. Вторая стадия, это уже является показанием к операции. Третья стадия, уже отеки пошли там, да. Четвертая, это как раз вот та красная линия. Четвертая стадия, это когда изменяется цвет кожи. Она может быть коричневая, красная, там, фиолетовая, там, да, какие-то пятна, начинается экзема, высыпание. Это уже просто организм просто бьет тревогу. Что-то не так, что-то не то с ногами происходит, уже что-то надо с этим делать. Вот даже до четвертой уже не надо допускать. Пятая, шестая, это уже трофические язвы на ногах. Ну и мы должны сказать, что такое трофические язвы, потому что я подразумеваю, что YouTube не пропустит у нас фотографии, они действительно, это очень страшно, друзья мои, это видеть, это гнойные раны, которые приводят к гангрене. Это открытые раны, скажем так, не всегда это гангрена. Гангрена это больше, когда у нас проблемы с артериями. Когда проблемы с венозной системой, это не гангрена, это просто не заживающая длительно, может годами. Есть люди, которые 3 года лечат свою язву, и она не заживает. Ну, представьте себе, вот каждый день у вас течет рана, вы постоянно делаете перевязки, идет там неприятный запах от этой ноги, там, да, и с этим надо жить. Когда, казалось бы, если бы человек своевременно сделал бы, избавился от варикоза, там, да, он бы сейчас с этим не жил бы. Вот забыла про еще один чудо-метод, который хотела с вами обсудить. Лечение пиявками. Варикоз предлагают лечить пиявками. И мы же знаем, что пиявки, они присасываются и вытягивают вот ту самую плохую кровь, которая виновата в том, что у человека венки на ногах появляются. Эта история, она про правду или про вранье? Ну, смотрите, что касаемо пиявок, я даже как-то одно время зарекся, что я больше про это вообще говорить не хочу. Потому что я когда записал видео о том, что пиявки не помогают, у меня 50% дизлайков мне закидали, любители, вот эти дурымары, которые любят эти пиявки, да, с комментариями, что доктор, да вы ничего не понимаете, вам лишь бы прооперировать. Ну, у меня два, как бы, да, аспекта я могу сказать, почему я против. Ну, во-первых, я видел людей, которые
с запущенной варикозной болезнью, там уже с изменениями цвета кожи, ставили эти пиявки, естественно, там уже появлялась язва. Потому что пиявка что делает? Она прокусывает кожу, естественно, да. И когда уже запущенная кожа на ноге тонкая, она уже вот-вот, уже язва должна появиться, уже вот сейчас. И давайте еще и пиявку туда поставим, да, и потом они с трофической язвой приходят после пиявки. Поэтому плюс можно инфицировать эту рану, опять же, дополнительно. И опять же, пиявка это что? Это в ее в слюне это герудин, так называемый. Герудин, да, с одной стороны, это вроде бы как разжижающий препарат, да, почему там люди его любят. Но мы же не знаем, сколько он туда своего герудина, сколько мне нужно пиявок туда положить. Если мы, допустим, там у человека тромбоз, там мы не знаем, вот сколько таблеток, какую дозу, там, да, сколько укола, мы знаем в миллиграммах, там, миллилитрах, сколько всего там, да, и мы знаем на его вес, сколько нужно. А тут мы как определим? Как мы определим, сколько у него, сколько он впрыснул туда этого герудина? Это потому, что мы с вами не герудотерапевты. Возможно. Но в целом я не говорю, что там это прямо совсем, скажем, именно касаемо варикоза точно не поможет. В каких-то случаях, да, действительно он, может, людям помогает, и я знаю, что там у кого давление высокое, там, да, высосали кровь, там, да, давление нормализовалось, там, кого-то головные боли, может быть, прошли, кто-то суставы болят, там, пиявки поставил, может, это и работает где-то, но в данной ситуации, когда варикоз, это, к сожалению, не работает и может даже навредить человеку. Ой, вот за это большое вам спасибо. Наконец-то понятно, каким образом, соответственно, происходит вот это воздействие живого организма на больную вену. Хорошо, тогда переходим уже непосредственно к лечению. Я помню, что еще лет 20, наверное, назад единственная операция, которая предлагалась людям, у которых есть варикозное расширение вен, это так называемое вырывание этой вены. Вот это страшно, конечно, звучит, когда вену прям вырывали. Сейчас вы используете другие методы, насколько мне известно. Вот есть ли ваш самый любимый? То есть что вы на сегодняшний день считаете идеальным методом лечения варикоза? Ну, по поводу удаления вены, да, флебектомия, вы, конечно, сейчас, может, удивитесь, но 70% операций в России до сих пор делают удаление. 70% это не маленькая цифра. Потому что вот эти новые современные методы, они действительно не так давно в России, даже если взять лазерную операцию, да, про которую я сейчас хочу рассказать, ну, она так, ну, может, лет 15-20 в России, не более того, действительно. Новая методика, там, клеевая облитерация сейчас пришла, ей всего 7-8 лет в России. И самой методике тоже может быть лет 15, там не более того, да, и в России она вот всего 7-8 лет, казалось бы. Склеротерапия. Склера, ну, ее уже тоже давно делают, ее просто разные лекарства вводились, да, ее уже, ну, может, лет 30-то точно делают у нас в России. Методик много. Но вот самое, да, вы спросили, что именно сейчас золотой стандарт вообще, в принципе, и в Европе, и в мире, это лазерная облитерация, так называемая, кто-то ее называет ЭВЛК, ЭВЛО, там, лазерная коагуляция. Современный метод лечения, который позволяет в течение там, 30 минут, ну час пускай будет, да. Если раньше мы эту вену, как вы сказали, выдирали, сейчас нет необходимости ее выдирать. Наша главная задача в чем? Чтобы не было обратного тока крови, чтобы в этой вене не было кровотока. И лазером мы можем через один прокол ввести туда этот световод и эту вену изнутри как бы заварить, облитерировать изнутри. Все, задача выполнена. Вена не функционирует. И зачем ее выдирать? Не надо ее выдирать. Через один прокол можно закрыть вену. Дополнительно те вены, которые выпирают, можно тоже через микропроколы можно убрать, можно уколами закрыть. И в целом после этой операции человек надел чулки и уходит домой. Сразу же уходит домой. Если раньше нужно было обязательно наркоз там, или спинальную анестезию, обязательно надо в больнице было неделю пролежать, да, после операции, там, перевязки делать, швы там снимать, там, зашивали же там после операции, надо эти швы снимать. Там, да. Сейчас это все практически делается, вот, действительно это процедура. Ну, сложно. Это процедура, которую человек... У меня даже были случаи, человек после работы, он едет, у меня учительница, которая утром дала в школе уроки, в 3 часа она пришла после уроков ко мне, сделала эту процедуру,
и поехала домой. Ну, вы очень красиво все рассказываете, на самом деле, но у меня 3 важных вопроса. Первый вопрос. Это больно? Что чувствует человек, когда вы туда своим лазером заходите и начинаете, как вы сказали, сваривать эту вену? Он чувствует ожог какой-то, неприятные ощущения? Мы делаем под местным обезболиванием, даже обычный лидокаин, да, когда зубы лечим, там делаем обезболивание. То же самое мы здесь делаем обезболивание. И по ходу вот этой лазера мы еще тоже делаем дополнительные уколы, чтобы защитить окружающие ткани, во-первых, и чтобы человек не чувствовал. Именно единственное, что человек чувствует, укол. Просто укол. Больше болевых ощущений у него нету. И когда мы лазером работаем, он вообще ничего не чувствует. Хорошо, второй вопрос. Вот вы выключите эту вену из кровотока. И что дальше? Как будет моя кровь бежать дальше по ноге? Если вы вену эту выключите, она же не будет больше работать, а кровь же должна подниматься. Лен, вы прям такие вопросы задаете, которые вот самые важные и нужные вопросы, как будто, я не знаю, как будто вы мой пациент, потому что мне все пациенты такие же вопросы задают, которые вы мне сейчас спрашиваете. Но это очень частый вопрос, который мне задают, да, как же так, куда потечет кровь? 90% крови у людей течет по глубоким венам, 90%. А операцию мы делаем на подкожный вен, который выполняет не более 5% функции. Поэтому, когда мы делаем вот эту операцию, мы закрываем вот этот кровоток, мы как раз-таки убираем неправильный ток крови. Потому что у человека, у кого есть варикозное расширение, у кого не работают клапаны, кровь из глубоких вен сбрасывается в подкожные вены. А должно быть наоборот. Из подкожных вен кровь должна уходить в глубокую венозную систему. А мы, получается, таким образом закрываем вот этот ход, и кровь, если раньше, допустим, кровь у человека, у которого есть варикоз, не работают клапаны, когда кровь по глубоким венам поднимается, она забрасывает в подкожную вену, и кровь обратно спускается вниз, чего быть не должно. И когда мы закроем эту вену, кровь потечет наверх, как и должна быть. Она должна пройти через сердце, легкие и с кислородом вернуться к нам обратно вниз, чтобы наши ткани получили кислород. Слушайте, то есть вы, получается, действительно такие спасители венозной системы, вы восстанавливаете кровоток. Ну хорошо, у меня есть третий вопрос. Знаете, вот все равно непонятно. Вот вы эту вену заварили, она что, со мной там эта мертвая вена останется навсегда? Ведь раньше ее вырывали, ну и все, ее нет. А как сейчас? Она со временем перерастается там в такую тонкую ниточку, там, да, если раньше там она первое время, да, она будет такой плотный тяж у вас будет в организме, а со временем он просто перерождается в тонкую такую ниточку в ткани, его просто ее там не видно уже, ее нет. То есть она постепенно уходит из организма человека. Хорошо, что во время операции может пойти не так? Ну, то есть, что может случиться такого, что приведет, к каким-то неприятным последствиям? Может такое быть? Ну, одно из таких самых грозных осложнений, чего мы боимся, да, сами врачи, когда мы делаем такие операции, это как раз-таки тромбоз. Казалось бы, да, мы делаем операцию, чтобы человеку избавить от тромбоза, но опять же, воздействие лазера это может привести к тромбозу глубокой венозной системы. И вот, ну, в этих случаях, чтобы это во-первых, вся вот эта операция, эта процедура, которую мы делаем, она вся делается под УЗИ-контролем. Во время операции в одной руке у меня датчик УЗИ, а во второй руке у меня игла и лазер вот этот. Поэтому все, и у меня перед мной стоит экран, и все это делается под контролем УЗИ. Поэтому сложно, да, мы все видим, мы видим, где это стоит, на каком уровне, до куда он дошел, как он там воздействует. Поэтому, во-первых, благодаря тому, что мы под УЗИ контролем, иногда в каких-то случаях мы назначаем профилактические антикоагулянты, разжижающие препараты, да, чтобы предотвратить, ну не всем пациентам, у кого есть риски возникновения тромбоза, назначаем. И в целом, опять же, я, конечно, напугал, может быть, сейчас по поводу тромбоза, или еще люди скажут, да зачем надо нам такая операция. Я вам скажу, что вероятность тромбоза менее 0,01%. Если не лечить варикоз? Если не лечить варикоз, у людей, у кого есть варикозное расширение, риск тромбоза в 4 раза выше, чем у тех людей, у кого нет варикоза. Ну, я надеюсь, что у вас есть снятое видео во время операции. Если вы поделитесь, то мы, соответственно, нашим зрителям тоже покажем, как это происходит, потому что лучше
один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Хорошо, доктор, давайте, знаете, о чем поговорим? Вот, допустим, операция прошла успешно, вы при помощи лазера вылечили ноги пациента. Что происходит с человеком дальше, после того, как вы отпускаете его домой? Когда ему можно снимать компрессионные чулки, когда ему нужно появиться у вас на приеме, нужно ли там что-то перевязывать, ведь там была кровь, ну и вообще в целом, как себя вести после операции? Я, по крайней мере, своих пациентов никогда не бросаю. Я веду пациента до конца, пока полностью там все не затянется, пока я полностью не буду уверен, что у него все хорошо. Обязательно после этой процедуры, через 2 дня человек должен прийти ко мне на осмотр, на перевязку, да, я сниму там повязки. Я еще раз выполняю УЗИ, чтобы быть для себя самому быть уверенным, что там все хорошо, что никаких проблем с глубокой венозной системой нету. Чтобы быть уверенным в ту процедуру, которую я выполнил, что там все хорошо, что мы закрыли ту вену, которую мы хотели закрыть и планировали, что там нормально. Вот. И после перевязки через 2 дня, через 2 недели еще один контрольный осмотр, еще раз надо посмотреть все. Если я вижу, что там все хорошо, я говорю, все нормально, можете не переживать. Там раз в год приходите на контрольный осмотр, чтобы посмотреть динамики. По поводу компрессионного трикотажа, рекомендую после процедуры вот эти 2 дня, пока вот он не со мной, не снимать этот чулок. И, естественно, там раны, повязки не трогать, потому что через 2 дня он приходит ко мне, и я сам лично уже сам снимаю чулок и сам делаю перевязку. Ну, чаще всего, наверное, на одной и на второй ноге вы делаете эту манипуляцию, или все-таки люди предпочитают с одной ногой разделаться сначала, а потом со второй? Ну, люди по-разному предпочитают, но я предпочитаю все-таки сначала с одной ногой. И я даже иногда люди, когда приходят, просят сразу 2 ноги, я говорю, нет, давайте мы одну сначала сделаем. Во-первых, это самому пациенту тяжело, да, лишний раз. В любом случае же все равно это же проколы, это все равно какие-то ощущения болезненные после процедуры. Дискомфорт все равно будет у человека, да, это же любой там палец порежешь, у нас сегодня беспокоит. Тут тоже процедура была, будет беспокоить. Одно дело, когда у тебя одна нога беспокоит, а другое дело, когда у тебя 2 ноги. Зато отмучился и здоров. Вот. И плюс, опять же, это и мне тяжело, да, если тут объем работы больше, и я больше буду уставать, и все равно, поэтому это и для пациента, и для хирурга, да, комфортнее, когда одну ногу сделал. Через какое-то время он, во-первых, когда это быстро проходит, для человека это комфортно. Потому что одно дело, когда у тебя там полчаса-час заняло, а другое дело, когда ты там 3 часа там лежал на этом столе, там, да, Ну, безусловно, да. Разная история. Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Как изменится жизнь человека, у которого был раньше варикоз, а теперь вы его вылечили, после того, как проведена манипуляция? Вот то, о чем мы говорили с вами в самом начале. И она ведь должна измениться в лучшую сторону, чтобы он больше с вами не встретился, ну, в хорошем смысле этого слова, да, на операционном вашем столе. Да, конечно, однозначно. Все пациенты, они даже со 2-го дня, даже когда приходят на осмотр, они все заявляют, что да, я отек куда-то ушел на ноге, там, да, который все время присутствовал, да, и ноги как-то уже меньше стали беспокоить. Вот, естественно, единственное, после операционного периода, да, не сказал, что да, синяки будут, там, да, какие-то там первое время уплотнения могут быть, дискомфорт какой-то будет, но это все в течение там месяца, 2-3, может быть, да, все это проходит, и синяки тоже пройдут, естественно, и потом внешне уже нога по-другому выглядит. У некоторых пациентов даже цвет кожи возвращается, да, если они все-таки не сильно перешли вот эту красную линию, даже, да, цвет кожи возвращается в исходное. И довольны, все довольны. Ну, как они должны себя вести после, чтобы не вернуться к вам? Это питание, это движение, это компрессия, что это? Да, обязательно, да, то, что изначально было, то, что мы с вами проговорили о том, что все-таки это хроническая болезнь, да, вероятность всегда есть. Я всем пациентам говорю, что да, вероятность рецидива, она есть. Я не могу вам 100% гарантировать, что у вас никогда больше варикоза не будет. Вот, обязательно активный образ жизни вести. Компрессионный трикотаж, ну, первое время после операции, я говорю, месяц носить. Дальше на постоянной основе можно не носить, но если у вас есть какие-то нагрузки, там, да, если вы знаете, что вы там сегодня целый день будете там, на ногах,
лучше в компрессии. Если вы там в самолетах летаете, лучше компрессию наденьте все-таки, чтобы поберечь свои ноги. Вот. По питанию, ну это обычное правильное питание для вен, вот мы не сказали. Все фрукты, овощи, особенно овощи, фрукты красного, фиолетового цвета, да, вот такого багрового. Ягоды. Да, ягоды можно. Вот это все, они содержат биофлавоноиды, которые укрепляют венозную стенку, они очень полезны. Вот. Ну и здоровое питание, естественно, там соли поменьше, там, да, чтобы жидкость у нас отеки, опять же, вот. Алкоголь, конечно же, курение исключить. Обычный здоровый образ жизни. Ой, скучный вы, доктор, еще позовите на осмотр раз в год к себе для того, чтобы убедиться. Обязательно, обязательно контроль, всем рекомендую, раз в год. Так спокойнее и мне, как хирургу, и пациенту будет спокойнее, что он будет уверен, что у него не прогрессирует болезнь. И когда, опять же, если что-то, какие-то вдруг, не дай бог, венки где-то что-то начнут вылазить, можно уже элементарно там небольшим укольчиком их закрыть и все. Правильно я понимаю, что любая стадия варикоза лечится сегодня при помощи лазера? Да. Правильно. То есть мы можем сказать так, что, дорогие зрители, даже если вы сейчас смотрите это видео и понимаете, что вы вот давно хотели, что вы всю жизнь свою живете с варикозом и страшно вам показать свои ноги врачу, мы с вами знаем, что есть метод, который вам может помочь. Довольно безопасный, безболезненный. Пожалуйста, дойдите до врача для того, чтобы не было вот этих страшных историй про то, что проснулся, вся постель в крови, например. Ну и вообще в целом вы же уважаете себя, вы бережете свое здоровье, в конце концов, уже пора это сделать. Хорошо, последний вопрос, доктор, не захотите, можете не отвечать, но мы понимаем, что, наверное, в государственной больнице мы такую помощь не получим, да? Лазерную вот эту вот методику, лазерное лечение? Ну, сейчас в основном, да. В основном сейчас государственные как работает? Да, они либо удаляют в тех государственных организациях, где нет вот этой лазерной, они говорят, что о, нет, здесь лазер не поможет, тут только удалять. Хотя в 95% точно там случаев можно лазером сделать. А в какие-то государственные клиники внедрили уже лазерные методики. Но у них так, если хотите лазер, это платно, удаление бесплатно по ОМС. Как выбрать клинику? Как выбрать клинику, потому что сейчас очень много медицинских центров, которые предлагают эту операцию человеку, который вот вообще никогда с этим не сталкивался. Я рекомендую выбирать не клинику, а врача. Независимо от того, где он работает. Тут не играет роль частная, это государственная медицина. Нужно выбрать врача. Нужно найти своего врача. И можно это сделать даже в бесплатной по ОМС. Там, да, он может прекрасно сделать там, старым методом, удалить эту вену, и все будет шикарно, никаких проблем не будет. Вот. А может он пойти в частную клинику, там, как врачу, может быть, посмотрит название клиники, ему понравилось, а врач, может быть, не имел достаточного опыта, да, и может сделать плохо. Поэтому клинику ни в коем случае я не рекомендую выбирать. Выбирайте врача. Естественно, это и по отзывам, можно по рекомендациям, там, да, вообще можно сейчас, опять же, когда у нас можно изучить любого врача, можно вбить в интернет и прочитать, вот, что он из себя представляет вообще, что о нем вообще говорят другие люди, и можно по таким рекомендациям, если у вас кто-то близких там, да, не может кого-то рекомендовать. Ну, абсолютно точно, друзья, мы с вами понимаем, что единственный возможный способ раз навсегда избавиться от варикозной болезни вен – это, безусловно, оперативное вмешательство, как бы его ни называли, операции или манипуляции. Сегодня мы с вами также понимаем, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше. Если мы не ответили на какой-то вопрос о варикозе, пожалуйста, прямо сейчас напишите его в комментариях, я обещаю, что на этот вопрос мы однозначно ответим. А я благодарю нашего доктора, спасибо, что вы нашли время, потому что это очень важная и, безусловно, ценная информация. Спасибо вам. Спасибо, Елена, спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. Да, если вопросы, да, я буду с удовольствием буду рад ответить, если есть какие-то вопросы. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, подписывайтесь на канал доктора, обязательно ссылочку на него оставлю в комментарии. Это действительно помогает многим людям увидеть полезную, важную информацию. Делитесь с нами, с теми, кто вам дорог, и, пожалуйста, ставьте лайки, ну или дизлайки. А мы с вами увидимся уже в следующий понедельник. Пока-пока.